Ты оклеил свой автомобиль в полиуретановую пленку и не знаешь, как за ней ухаживать. Как правильно мыть, что можно наносить. У нас сегодня в студию приехал Macan Coupe, на котором мы тебе как раз таки все покажем и все расскажем. Погнали делать с кайфом. Давайте начнем с техники безопасности. Как правильно мыть автомобиль, потому что в большинстве случаев по незнанию мойщики либо владелец не предупреждает, что его автомобиль оклеен в полиуретановую пленку, приезжая на мойку, ему могут, так сказать, подорвать штанишки, где-то уголок содрать. Из-за чего это происходит? Аппаратом высокого давления именно пикает, подносит очень близко на расстоянии 10-15 сантиметров, при всем еще делают косой угол. Этого вообще ни в коем случае нельзя допускать. Расстояние у нас должно быть минимум 40 сантиметров и под прямым углом. Как правило, пленки у нас уже изначально покрыты составом, что делает мойку в принципе простой. Мы наносим бесконтактный шампунь, и он с легкостью удаляет у нас загрязнения, которые налипают на поверхность автомобиля. Какие шампуни использовать для полиуретановых пленок? Сильно щелочные, это там pH 12-12,5, я не рекомендую использовать. Active Safe у нас pH 11,5, что его делает деликатным как раз таки для таких поверхностей. Делаем концентрацию ту, которая указана у нас на упаковке. Вы подбираете концентрацию под воду и условия, которые у вас есть в вашем моечном боксе. С ручными шампунями все просто. Есть у нас кислотные, есть приближенный к нейтральному pH. Это там pH 6, pH 6,5, pH 5,5 бывают ручные шампуни, но есть кислотные pH 2, 1,5. Не стоит этого бояться. Можем раз в месяц помыть кислотным шампунем своего красавца, на котором есть полиуретановая пленка. Это хорошо скажется на пленке, если вы будете использовать кислотный шампунь, потому что на нее также прилипают минералы, реагенты и все это дело остальное. Часто пишут в комментариях, а можно ли делать химчистку кузова на машине, которая покрыта полиуретановой пленкой? Обязательно, ребят, 2 раза в год. После зимы и перед зимой. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что в большом количестве составы для удаления битума, они на жестких растворителях. Но у бренда DTL с этим нету проблем, потому что у нас антибитум безопасный. Его можно со спокойной душой наносить на стекление, резинки, пластиковые детали, виниловые пленки, полиуретановые пленки. Но единственное, куда нельзя наносить растворитель, мы из раза в раз в каждом ролике об этом говорим, это фары и фонари. Если они оклеены в полиуретановую пленку, пожалуйста, со смелой душой можно брать это и делать. По поводу состава для удаления металлических вкраплений. Здесь бояться не надо абсолютно ничего, если вы берете нейтральный состав. Как правило, на рынке сейчас существует, наверное, 80% состава для удаления металлических вкраплений. Они идут нейтральные. Но будь внимательным, потому что есть и кислотные.
Вот кислотный я бы не рекомендовал использовать на полиуретановых, виниловых пленках. Эти составы немножко для другого придуманы. У Detail как раз таки он нейтральный. И со спокойной душой берем, чистим и кайфуем от результата. По поводу покрытий, что можно наносить на полиуретановую пленку и как часто это делать? Скажу так, если у тебя реально полиуретановая пленка и тебя не обманули нигде, да, когда тебе поклеили автомобиль, это часто встречается в больших городах, говорят, что это полиуретановая пленка, на самом деле это гибрид. Для полиуретановых пленок существует керамика, она называется PPF. Также есть кварцевое покрытие. Из линейки Detail Hydro Wet Coat, пожалуйста, наноси, производишь чистку кузова и наносишь. Твердые воски. Твердые воски я бы рекомендовал наносить синтетические, но, как правило, по моему личному опыту, твердые воски особо долго не держатся на полиуретановых пленках. Не тратьте время, возьмите либо кварц, либо загоните машину в студию и нанесите керамику. Керамика, кстати, даст самый кайфовый, шикарный результат. Эффект самоочистки у тебя будет просто максимальный, да, то есть, будет легко отмывать кузов автомобиля. Второе, что придается притемнение. Если это прозрачный полиуретан, то у нас машина начинает блестеть просто нереально. Если это матовый полиуретан, то здесь будет очень хорошее насыщение самого цвета. То есть он был как бы сероватый, а станет более такой темный, насыщенный. Но самое главное, ребят, это, конечно, водоотталкивающий эффект. Он защитит полиуретановую пленку от воздействия внешней среды, особенно в зимний период времени. Это я, как мастер с 10-летним опытом по детейлингу, говорю тебе, что если есть полиуретановая пленка, не скупись, возьми, нанеси керамику, будешь балдеть в течение полугода, года, в зависимости от того, как ты моешь автомобиль. И будешь балдеть, просто ездить и кайфовать. Ну, а теперь можно поговорить немножко о ценах, сколько это удовольствие стоит. Допустим, если мы говорим о фронтальной части, передняя, да, полусфера, так сказать, это основные зоны риска, ребят. У нас бампер, фары, капот, крыло, лобовые стоечки клеятся, полоса на крышу, боковые зеркала и зона под ручками. Это, знаете, такой стандартный комплект, в принципе, по России. Из чего складывается цена? Во-первых, это автомобиль, во-вторых, что за студия, во-вторых, я бы даже сказал, что за пленка, в-третьих, уже это смотря что за студия, четвертое, смотря какой мастер, ну и, в принципе, как исполняется полный цикл оклейки автомобиля, передней части. По полной оклейке автомобиля здесь у нас цена будет плавать посильнее, 150 и 450, 500, это в зависимости от класса автомобиля. Допустим, если это гелик, 350, 500. Это будет зависеть также от региона. Если в Москве, то 500, 550. Но тоже цены могут прыгать. Где-то в Москве могут сказать 300, а где-то могут сказать 500, 550. Тут можно не просто оклеить автомобиль, а еще дополнительно молдинги сделать, цвет изменить, сверху поликом заклеить. Здесь уже цена будет очень сильно прыгать. Но сам факт того, что сохранить автомобиль за стоимость в 10-15% от общей стоимости автомобиля, и он у тебя будет шикарно всегда выглядеть, я думаю, это того стоит. Но не надо забывать о том, что если вы оклеили автомобиль в полиуретановую пленку, это не панацея, ребят. То есть не надо просто забивать на автомобиле, хрен бы с ним, не буду ни мыть, ни чистить, ничего не делать. У полиуретановой пленки также есть верхний слой, называется топ-код, за которым нужно ухаживать, и он также может, так сказать, заканчиваться. Поэтому необходимо наносить какие-то защитные покрытия, производить чистку. В некоторых случаях даже можно данную пленку полирнуть. Так что заклеивайте и просто балдейте от состояния автомобиля. Но мороки намного меньше, если бы говорить о лакрасочном покрытии, не защищенном ничем. Выбор уже за вами. По поводу полировки
полиуретановых пленок. Здесь используются пасты с минимальным абразивом, то есть это антиголограммка, либо средняя паста из линейки Detail, это Diamond Polish, либо Medium Cut. Но, как правило, антиголограммного прохода для того, чтобы убрать небольшую серость с пленки, то это делается там через 2-3 года можно ее сделать, произвести. Этого будет, в принципе, достаточно. Убирать какие-то глубокие повреждения не совсем получится, надо просто правильно оценить повреждения полиуретановой пленки. Если будет очень сильная царапина, то тут только переклейка. Но, опять же, мы говорим о том, что лакрасочное покрытие автомобиля заводское, оно сохраняется. Вы сняли пленку, просто наклеили. И бывали случаи, что после небольшого ДТП не приходилось красить, просто ПДР, замена пленки и все. Не перекрашивается после легких ДТП, но они бывают разные. Из всего этого мы с вами понимаем, что неправильная мойка также может повредить полиуретановую пленку. Выбирай правильные составы, мы о них тебе все рассказали, и покрывай керамикой пленку, и все будет шикарно. Не забудь подписаться, потому что у нас много информации для ухода за автомобилем. Всем пока, до новых встреч, увидимся с вами через недельку. Passion.